Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku mama opowie o swoich wrażeniach o Polsce, o swoim pobycie, co ją zdziwiło. No i tak o wszystkim, przez to, że oczywiście pytacie mnie w komentarzach i słuchajcie, что тебе больше всего понравилось или нравится в Польше, что, может быть, удивило или что первое там бросилось в глаза? Добрый день. Конечно, первым делом я хочу сказать, что мне в Польше нравится все. По сравнению с моим сейчас родным городом, здесь все по-другому. Гораздо лучше, гораздо интереснее. Прежде всего, я обратила внимание на людей, на окружение. Люди здесь очень добрые, улыбчивые, вежливые, что очень приятно контрастирует с моими земляками. Поэтому можно сказать, что город привлекает только уже этим. Очень мне понравилось, что на многих торговых точках, балконах, зданиях висят украинские флаги. Ты чувствуешь себя как бы немножко дома. Надписи «Мы с тобой, Украина». Это поддержка польского народа. Очень трогает. Потому что когда ты находишься далеко от родины, и такая поддержка людей, пусть даже негласная, не лично тебе, но она все равно приятная. Следующим таким, я считаю, приятным моментом городской транспорт в Кракове. Когда я смотрю на эти трамваи, автобусы, я очень завидую тому, что таких трамваев у нас в городе не было, нет и, может быть, даже не будет. И это так огорчает, потому что думаешь, что твои земляки заслуживают лучшего, чтобы ездить в хорошем транспорте, не переполненном. Когда ты едешь в давке, выходишь из автобуса и не досчитываешься пуговиц. В нынешнее время общественный транспорт ходит очень плохо, редко. Я понимаю, что идут как бы военные действия, но тем не менее интервал движения общественного транспорта в 40 минут больше или вообще его отсутствие, сами понимаете, не очень приятно. Потом мне очень понравилась такая вещь, как книжные магазины. Потому что я очень много лет проработала в книжной торговле, много лет была директором большого магазина. И когда наши магазины позакрывались в конце 2000-х, это было очень больно, очень жалко. То поэтому, когда ты заходишь в магазин, допустим, как мы видели магазин Эмпик, Да. который находится не на одном даже этаже, моему сердцу было очень приятно, как вот специалисту именно в книжной торговле. Когда я видела этот ассортимент огромный книг, там и научная литература, и техническая, и художественная, и фэнтези, и детективы, и романы для женщин, и разные книги по психологии. Ну, бальзам на душу, так сказать. Поэтому я заметила, что таких книжных магазинов много в городе. Они есть большие, есть маленькие, но они есть. Поэтому это говорит о том, что народ в Польше читает, интересуется всем. И у народа, которого, как говорится, люди читают, есть будущее. Или там, где люди забывают вообще о чем-либо интересном и читают только единицы, таким народом легко управлять. Ему можно рассказывать любые исторические факты неправильно, любые политические события преподносить неправильно. И люди теряют способность к трезвому анализу событий и истории тоже. Поэтому мне очень это нравится в Польше. А в городе вообще в целом? Город, конечно, он очень чистый, приятный. Мне очень нравится то, что на улицах цветут цветы, и особенно эти нежные желтые нарциссы. Я все время любуюсь из окна своей квартиры, во дворе цветут эти цветы, и ты понимаешь, что наступила весна,
что в городе чисто и приятно. Да, еще, кстати, я хотела подчеркнуть качество детских площадок, потому что у нас таких площадок нет. Особенно с щадящим покрытием, когда дети могут упасть с горки, лестницы или любого другого аттракциона, то здесь это можно сделать мягко, а не упасть на асфальт или на землю. Все красится, все содержится в приличном состоянии, а не то, что ты пришел, качеля сломана, Бутылки, да, сигареты, окурки. Это еще чего да, поинтереснее, и похуже. может быть, да. Все огорожено забором, Да, чтобы ребенок не убежал. это как дети. очень приятно, я же говорю, забота о своем младшем поколении, когда у детей есть возможность поиграть большими компаниями, побегать, попрыгать, подвигаться. Это, конечно, очень хорошо. И эти чистые улицы, когда ты едешь и видишь из окна автобуса километры дорог с чистым, как говорят, узбичьем, Да, тротуарами. тротуарами, то ты понимаешь, что да, будущее в Польше есть. Да, о городе очень хорошо заботятся. Вот мы сколько путешествовали, и, наверное, Краков, ну вообще в польские города все были самыми чистыми. Очень хорошо заботятся о городе, все красят, все постоянно ремонтируется, убирается, дороги точно так же. Автобусы, транспорт убирается, потому что наш транспорт такой, что ты сел в этот автобус, и ты чувствуешь запах пыли, который стоит в воздухе. И ты пока доедешь, там полчаса, 40 минут, тебе уже становится невероятно плохо от этой грязи и пыли. Здесь все автобусы чистятся, убираются, естественно, нет такой кучи людей, толпы. Вот я всегда говорила о том, что транспорт это обязательно удивляет украинцев, потому что работает кондиционер, отопление в автобусе, Да. свободные места, не надо ехать лицом вот так вот в стекло, попой кверху, наружу. Как у меня когда-то была история, я ехала на работу уже в настолько забитом автобусе, что мне пришлось женщину выталкивать ногой, потому что если бы она зашла, она бы просто поломала мне ноги. И она очень возмущалась, ну как же так, я ей не разрешаю стать себе на голову. Это было для нее удивительно. Я понимаю, что все едут, но когда ты сам висишь уже в открытом автобусе, это конечно, стоит пережить, называется. Да, но самое интересное, когда ты рассказываешь своим землякам о достижениях, допустим, таких бытовых вопросов в Европе, то там никто об этом даже особо и слышать не хочет. Он считает, что вот так, как он живет, это уже хорошо. Да. А о лучшем даже не мечтают. И мне кажется, это так ужасно, когда люди не мечтают о лучшем. Их устраивает то, что есть, даже если оно плохое. Или не замечают, потому что оно Да, и не замечают, скорее всего. Вот. Всех все устраивает. И как раз о людях. Вчера с мамой гуляли возле Вавеля, смотрели, что там есть. И встретили одного из подписчиков, очень приятного мужчину. Он был там со знакомой, мы познакомились, поговорили. Он нам даже подсказал пару интересных вещей, которыми могут воспользоваться украинцы в Польше, о которых я не слышала и не знала. Очень так мило, приветливо пообщались. Вот как мама говорит, что здесь люди улыбчивые, довольные. Ну, понятное дело, что у нас много лет напряженная ситуация, то кризис, то война, то еще чего-то. И люди, наверное, уже забыли, что такое радоваться, кого-то встретить, улыбаться, что можно просто подойти к незнакомому человеку и спросить, как дела. Вот. Надеюсь, вам видео понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал и ждем ваших комментариев. Пока! Пока!